Здравствуйте, друзья мои, с вами Шамов Дмитрий. Сегодня я хотел бы затронуть тему отношения иностранцев к японкам. Различные сайты время от времени проводят опросы среди иностранцев, живущих в Японии, спрашивая их о еде, культуре и, конечно же, противоположном поле. Давайте посмотрим, что парням-иностранцам не понравилось в милых японках. 64% опрошенных мужчин говорят, что им не нравится походка японок, а именно косолапость. И я не могу с этим не согласиться. Многие японки специально косолапят ноги, считая это милым. Носки, смотрящие в разные стороны, кажутся неженственными. Во время периода Эдо девушки сидели, поджав под себя ноги, отчего развивалась косолапость. Во всяком случае, так говорят учебники. Но в современной Японии в такой позе сидят разве что в каких-нибудь ресторанах или старых домах в японском стиле, отчего косолапость просто не успеет появиться. Косолапых девушек в Японии действительно много. Но помимо этой проблемы, еще отмечают слишком высокие каблуки, на которых некоторые японки не умеют ходить и в итоге идут на трясущихся ногах. 44% опрошенных иностранцев не нравится манера речи японских девушек. Возможно, вы могли заметить, что японки зачастую говорят как дети. На самом деле это не настоящий голос, а делается специально, чтобы казаться милее. Возможно, миниатюрная японка лет 20 и будет выглядеть мило, но когда то же самое делает взрослая крупная женщина, то это звучит больше комично. Такой детский голос – один из основных атрибутов японских мейд-кафе, о которых вы можете посмотреть по аннотации на экране или по ссылке в описании. Также иностранцы отмечают, что им не нравится коверкание слов и использование заимствованных слов, чтобы показаться милее. Третье место в опросе с 42% голосов занимает осанка. Не знаю по какой причине, но действительно много японок очень сильно сутулятся. По-японски спину колесом называют некозе, что дословно можно перевести как «кошачья спина». Возможно, сказывается то, что в Японии слишком низко расположены раковины, частое сидение за низким столом и так далее, отчего приходится постоянно горбиться. В любом случае, иностранцы, проживающие в Японии, считают это минусом. Далее, 40% иностранцев отмечают, что им не нравится голос японок. Ненастоящий детский голос относится именно к стилю общения, про который я уже сказал, а тут имеется в виду настоящий голос. На удивление, милая миниатюрная японка зачастую может иметь голос, как у 40-летнего мужика. Особенно это сильно видно у курящих. Я сам часто замечал, что у многих японок низкий голос, который не соответствует внешности. Возможно, именно по этой причине девушки говорят не настоящим детским голоском, который опять же не по душе иностранцам. Также 40% иностранцев не нравится манера поведения японских девушек, наигранные движения, чтобы выглядеть милее, закрывание лица при стеснении, как обращаются с какими-то вещами и так далее. Хоть все мужчины отмечают разное поведение, присущее той или иной девушке, но этот пункт все равно многим не нравится. 28% мужчин недовольны характером японских девушек. Японки представляются милыми, покорными женщинами, готовыми на все для своих мужчин, однако на деле оказываются эгоистичными и лживыми. Иностранцы-мужчины отмечают, что японки много придираются к мелочам и скрывают свои настоящие чувства, что готовы покупать дорогие вещи, даже если на них нет денег, и хотят, чтобы всегда все было так, как они решили. Повторю, что не все японки такие, а по мнению 28% опрошенных иностранцев. 22% иностранцев не нравится стиль в одежде японок, который, по их мнению, иногда выглядит совсем уж нелепо. Плохое сочетание цветов, нагромождение ненужных элементов одежды или слишком много аксессуаров. Возможно, это связано с тем, что для иностранца непривычен японский стиль одежды. 20% опрошенных отмечают плохую фигуру японок. Худенькие, миниатюрные, но в то же время не на что обратить внимание. Маленькая грудь и отсутствие попы. Спортом почти что никто не занимается, и по этой причине худая, но не подтянутая японка – это обычное дело. 18% иностранцев говорят, что им не нравится лицо и макияж японок. Слишком много красятся или наклеивают слишком большие ресницы, вставляют нереальных цветов линзы и всячески стараются выглядеть не так, как в действительности. Некоторые отмечают, что японка с косметикой и без нее для них выглядит как два различных человека. Другие же сокрушаются, что у японок в принципе не симпатичное лицо, даже с косметикой. Другие ответы мы рассматривать не будем, так как там ответило не так много человек. Отмечали прическу, общую атмосферу и так далее.
Если бы спросили меня, то я ответил бы, что мне не по душе искусственно сделанный милый голос, большое количество косметики и косолапость. Характер, как мне кажется, сильно зависит от человека к человеку, поэтому не могу сказать, что я согласен с опрошенными. Возможно, мне просто довелось встретить хороших людей. Надеюсь, что видео вам понравилось. Если будет интересно, в следующий раз мы рассмотрим, что наоборот понравилось иностранцам в японках, а также что думают японки об иностранцах. Пишите ваши предложения в комментариях. Не забывайте подписываться на канал и также ставить лайки. До встречи в следующих видео, друзья. До свидания. Друзья, не забывайте, что у меня есть сайт, на котором постоянно выходят интересные новости о Японии и появляются мои видео. А в нашей группе ВКонтакте проходит розыгрыш с множеством интересных призов. Все ссылочки вы можете найти в описании под видео.